Сэнди Мемс. Всем привет! Решу-ка я сделать ремейк своего старого видео, как грабить на дроновозках C5, но без особых мемасов. Их приберегу для следующего PvP видоса. А грабить буду не на Иштарах, а на корабле мечты, на Курсе. Про них можно сказать, что они хороши в выключении активных модулей противника, реже в ухудшении работы пушек или ракетниц. И также можно сделать мемный нейтрит со 100 км. Если хотите посмотреть, как надо фитить Курсу, то напишите в коммент. Но никто не обращает внимания на бонус ДПС дронов, который вполне сойдет, чтобы можно было фармить на них. А в купе с инвизом на подскан противник без комбаток не поймет, что тут кто-то грабит. А для меня танковка скоростью стала новинкой в году 13 или 14, когда я на Лейре попробовал проходить в C4 бараки не на мародерах, а на дешевых ВНИ. Ведь дроновозки на АБ как-то проходят с виду жесткие Хевины или Санктумы, и это получилось. А Максимус смог обкатать вариант для прохождения Странгхолда, что в итоге стало революцией в сфере дешевого и эффективного фарма. О да, ностальгия. Для фарма на Курсах вам потребуется всего 3 краба, трактор и C5 со Странгхолдом, предварительно их забукав. Если другие корабли, то вот такой расклад. Двое C4 бараки, но это если Лишак с Радивой, то они и Странгхолд потянут. Трое C4 все, но где сетки нужно будет попотеть, C5 Странгхолд. 5. Все C5 аномальки, C6 Цитадель или SRE, и при должной реакции или подогнанном БШ 3 всегда. А как грабить? Для начала настройте в Overview отображение столбца с трансверсальной скоростью, или используйте какой-нибудь готовый, бестовский или мой, например, канале Сэнди Мемс. Дальше следите за числом трансверсальной скорости по отношению к БШ. Он должен быть 150 и выше, чтобы их пушки не попадали по вам. Дальше по сближению к цели используйте такую систему. Если она больше 30 км, автоорбита 30, или подправляйте ручками, стараясь двигаться по спирали. От 30 до 25 автоорбита 15, до 15 автоорбита 7500, до 10 5000, а если вы мелкие юрки, то можно автоорбиту 2500. Дальше, чтобы не мучиться, старайтесь запомнить местоположение тяжелых волн и триггеров и следите, чтобы у всех был включен АБ. Ну а в случае опасности сбивайте всех фрегатов и улетайте. Вот и вся наука, которую мы в свои времена познавали. А по фитам — Курса. Да, ДПС не ахти и шилда, так как мало лоу-слоту. Профессии. Мало ДПС, зато скорость, танковка и сига на уровне. Мирмидон. Будет получше ДПС, но медленная скорость и ужасная танковка очень огорчает. Гила. Тут все хорошо по всем параметрам, но ценник такой ужасный, что проще выучить Иштары, которые дадут максимум ДПС и не имеют никаких проблем с аппликейшеном и танковкой. Лишак с Радив. Да, такая связка может фармить Странгхолды или все, что не больше 700 ДПС. Тут кому пригодится. А по скорости как 3 Иштара. Вот и все. Следите за новостями в моем дискорде или на бусте. До новых встреч!